Какое оружие считается самым смертоносным и опасным в США? Почему никто не решается связываться с Америкой, меряясь с ней силами? Я расскажу про самое невероятное вооружение, которое вас сильно впечатлит, а наконец оставил безумный секретный проект, который реально может погубить целый мир. Но начну с более простого, но не менее эффективного оружия. FGM-148 Javelin – икона в мире противотанковых систем. Этот переносной американский ракетный комплекс заставляет говорить о себе не только военных специалистов, но и любителей военной техники. Введенный в эксплуатацию в Соединенных Штатах в 1996 году, он стал первым серийным ПТРК третьего поколения. Свои возможности Javelin продемонстрировал в Ираке, где его применение было настолько эффективным, что стало примером для других стран, куда его поставляли. С максимальной дальностью поражения 2500 метров он готов к использованию менее чем за 30 секунд. Представляете? Чем же он превосходит предыдущие поколения, такие как российские «Рефлекс» и «Корнет»? Основное отличие – метод наведения. Вместо того, чтобы требовать постоянной подсветки цели лазерным лучом, Javelin использует инфракрасную головку самонаведения, работающую по принципу «выстрелил, забыл». Это позволяет ракете устремиться вверх сразу после старта и поразить верхнюю, наименее защищенную часть танка. Неважно, стоит ли перед ним Т-90 или Леопард, результат поражения будет одинаково разрушителен. И раз заговорил про танки, то как выглядит флагман Соединенных Штатов Америки? Abrams X — это революционное обновление знаменитого танка Abrams, настоящий прорыв в бронетехнике. В новой модели реализованы смелые инженерные решения, такие как необитаемая башня и гибридная силовая установка, которые существенно снижают расход топлива на 50% по сравнению с предыдущей версией М1А2 Abrams. На вооружение танка пошла гладкоствольная пушка калибра 120 мм с боезапасом в 34 снаряда. Такое вооружение обеспечивает высокую огневую мощь, а благодаря новшествам в системе управления огнем Abrams X способен более точно поражать цели. Особенно впечатляет добавление модуля Kongsberg Protector RS-6, предназначенного для защиты от беспилотников. Этот модуль включает в себя программированные боеприпасы и дополнительную 30-мм пушку, что значительно повышает обороноспособность танка на поле боя. Не менее важными являются и другие технологические новшества, такие как гидропневматическая подвеска и бронированная капсула в задней части для 3 членов экипажа. Эти элементы не только улучшают маневренность и комфорт, но и значительно повышают выживаемость экипажа в экстремальных условиях. Abrams X является ярким примером боевого танка следующего поколения, способного адаптироваться к современным вызовам на поле боя и обеспечивать высокую эффективность в боевых действиях. А теперь давайте поговорим о чем-то гораздо более серьезном. Что скажете про самый смертоносный самолет в мире? B-2 Spirit – этот тяжелый бомбардировщик из Соединенных Штатов Америки, известный как «Невидимка», впервые поднялся в небо в 1997 году. Созданный компанией Northrop Grumman, он воплощает собой концепцию летающего крыла. Основная задача этого стратегического малозаметного бомбардировщика – прорыв противовоздушной обороны и нанесение точных ударов как обычным, так и ядерным вооружением. Самолет оказался настолько инновационным, что стал одним из самых защищаемых объектов в американской армии. Он способен нести как стандартные бомбы, так и GBU-57, самую крупную в мире неядерную бомбу, а также ядерные бомбы Б-61 и Б-8. Northrop B-2 Spirit является самым дорогим бомбардировщиком в мире. Каждый экземпляр без учета вооружения стоит около $1 миллиарда, а с полным оснащением в 2 раза больше. Первоначальные планы предполагали создание 132 таких машин. Однако из-за высоких затрат и изменения геополитической ситуации всего было выпущено 21 бомбардировщик. Что касается технических характеристик, B-2 Spirit обладает впечатляющими данными. Размах его крыла составляет 52 с небольшим метра. Максимальная дальность полета достигает 11100 километров, а боевая нагрузка после модернизации может достигать 27 тонн. Увидев такой в небе над собой, даже нет смысла пытаться прятаться. Жутко, правда? А что по вертолетам? Ведь без них сложно представить современную войну. AH-1Z Viper, продолжатель легендарной линейки американских ударных вертолетов, стал настоящим шагом вперед по сравнению со своим предшественником AH-1.
Супер Кобра. Основные улучшения затронули его вооружение и технические характеристики. С новыми четырехлопастными композитными винтами и модернизированными двигателями вертолет получил значительно лучшую маневренность и скорость, достигающую 296 км в час. Его боевой радиус теперь составляет 231 км, что позволяет эффективно действовать на значительных расстояниях. Особенно важным нововведением стала система ночного видения Night Targeting System, которая уверенно работает в условиях ночи и плохой погоды, обеспечивая вертолету возможность выполнять миссии круглосуточно. Viper также значительно усилил свои защитные функции и выживаемость в боевых условиях. Современная система управления огнем расширяет возможности использования новейших высокоточных вооружений. В арсенале вертолета 20-миллиметровая трехствольная пушка с боекомплектом в 750 снарядов, а также 6 пилонов, предназначенных для управляемых и неуправляемых ракет. Это делает AH-1Z Viper настоящей мобильной огневой платформой, способной адаптироваться к различным боевым задачам. А теперь предлагают повысить ставки. Посмотрите на эту махину. AC-130, известный как летающая батарея, действительно заслужил свое место среди самых смертоносных вооружений, по мнению американских журналистов. Созданный на базе транспортного самолета Lockheed C-130 Hercules, этот самолет стал ключевым элементом поддержки сухопутных войск и спецподразделений на поле боя с момента своего первого появления во время Вьетнамской войны. Специализация от Си-130 – борьба с нерегулярными войсками и террористами. Самолет может эффективно действовать в любых погодных условиях и в любое время суток, что делает его незаменимым участником всех крупных военных операций Соединенных Штатов Америки, начиная с 1960-х годов. Самая распространенная сегодня версия AC-130U Spooky, которая присоединилась к арсеналу Соединенных Штатов Америки в 1995 году. В настоящее время в составе командования специальных операций ВВС Соединенных Штатов Америки находится 13 таких самолетов, каждый из которых стоит 190 миллионов долларов. Этот самолет уникален тем, что является единственным в своем роде летательным аппаратом, на борту которого находится 105 мм гаубица. Кроме того, вооружение включает 40 мм пушку Бофорс и 25 мм пятиствольную пушку Гатлинга Гау-12. Это вооружение управляется сложной компьютеризированной системой наведения, включающей радар, телевизионные и тепловизионные прицелы. И напомни, что все это стреляет по вам с воздуха. Сопутствующий ущерб невероятный. Дома, автомобили, все будет в труху. Вряд ли страховая такое возместит, хотя и тут есть варианты. Вот что делать, если вы попали в ДТП в Америке? Куда обращаться за помощью? Где найти грамотного юриста? Как получить компенсацию, если у вас попросту нет страховки? Разное же бывает. Компания ДТП Америка помогла получить компенсации на 21 миллион для своих клиентов. Здесь вам точно ответят на все интересующие вас вопросы. Ссылка в описании. Что по поводу судного дня? Термоядерная бомба Б-83. Одна из наиболее мощных, которые до сих пор находятся на вооружении в Соединенных Штатах Америки. Эта бомба была разработана в период Холодной войны, и в 1983 году ее официально приняли на вооружение. Б-83 способна быть размещена на широком спектре американских военных самолетов. Это свободно падающее авиационное оружие имеет длину 3,5 метра и диаметр примерно 457 миллиметров. Вес бомбы достигает 1100 килограммов, а боевая часть может варьироваться в длине от 90 до 120 сантиметров, содержащая термоядерный заряд с максимальной мощностью в 1,2 мегатонны. Это в 80 раз мощнее, чем ядерная бомба, сброшенная на Хиросиму в 1945 году. Представляете? Со снятием с вооружения бомбы Б-53 в 2011 году Б-83 остается самым мощным ядерным боеприпасом в арсенале Соединенных Штатов Америки. Планы на будущее также включают в себя продление срока службы этих бомб, и на это уже выделено 99 миллионов долларов.
Ну и раз я заговорил про стратегический потенциал, то куда без подводных лодок? Атомные подводные лодки типа Огайо занимают особое место среди самых смертоносных образцов вооружений Соединенных Штатов Америки. Эти субмарины третьего поколения были запущены в эксплуатацию между 1981 и 1997 годами, и все 18 построенных лодок до сих пор остаются в строю. С 2002 года они являются единственными в Соединенных Штатах Америки атомными субмаринами, оснащенными ракетами с ядерными боеголовками. Из 18 субмарин 14 по-прежнему вооружены ядерным оружием, а 4 другие были переоборудованы под носители крылатых ракет. Подводные лодки Огайо обладают рекордным количеством ракетных шахт – 24. Основное вооружение этих могущественных субмарин – межконтинентальные баллистические ракеты Trident-2 D5, способные нести боевые блоки двух типов – V-76 мощностью 100 килотонн и V-88 мощностью 475 килотонн. Каждая ракета может быть оснащена до 14 боевых блоков V-70, 6 или 8 блоков V-88, что позволяет поражать цели на расстоянии до 7360 километров. Лодки типа Огайо отличаются высокими тактико-техническими характеристиками и низким уровнем шума, что делает их обнаружение крайне сложной задачей. Средний срок боевого патрулирования составляет от 60 до 90 дней, при этом большую часть времени подводные лодки проводят в море. Рекорд длительности патрулирования установила субмарина USS Pennsylvania, которая в 2014 году провела в море 140 дней, подтверждая высокую надежность и эффективность этого класса подводных лодок. Безумие, да? И раз упомянул про ракеты Trident-2, давайте расскажу чуть подробнее, ведь не зря их боятся во всем мире. Это ключевой элемент американской ядерной триады — твердотопливная межконтинентальная баллистическая ракета, запускаемая с атомных подводных лодок, в основном типа Огайо. Trident-2 остается в строю, несмотря на окончание Холодной войны, подчеркивая его роль в стратегическом сдерживании. Эта ракета замечательна не только своей мощью, но и уникальными техническими характеристиками. С дальностью в 11 300 километров и снаряженным весом 2800 килограммов, Trident-2 значительно превосходит многие другие современные системы вооружений, включая российскую ракету «Булава» с ее снаряженной массой в 1150 килограммов. Надежность Trident-2 также выходит за рамки обыденного. С 4 декабря 1989 года по 19 декабря 2009 года было выполнено 130 запусков, каждый из которых был успешным. Неплохо, правда? Это подчеркивает высокий уровень технологического мастерства и надежности, который достигла американская военная промышленность в создании стратегических ракетных систем. А что может быть серьезней, чем подводные лодки? Атомные авианосцы типа Джеральд Р. Форд – это вершина американского военно-морского инжиниринга и одни из самых мощных и современных кораблей в мире. С момента Второй мировой войны авианосцы являются ключевой ударной силой ВМС Соединенных Штатов Америки. И сегодня страна продолжает подтверждать свое лидерство в этом аспекте. На данный момент в составе ВМС Соединенных Штатов Америки находится один авианосец данного типа, а еще 2 находятся в процессе строительства. Планируется, что их число может достигнуть 10 или 12, что позволит полностью заменить флот авианосцев типа «Нимец». Авианосцы типа Джеральд Р. Форд имеют огромные размеры. Длина составляет 333 метра, ширина 77 метров, осадка 12 метров, а стандартное водоизмещение превышает 100 тысяч тонн. Экипаж каждого такого корабля составляет 2600 человек. 2 ядерных реактора А1Б, которыми оснащен авианосец, вырабатывают на 25% больше энергии по сравнению с предыдущими моделями, что позволяет развивать скорость более 30 узлов. Авиагруппа на борту может включать до 85 самолетов, что делает его более мощным, чем военно-воздушные силы некоторых стран. Однако стоимость таких авианосцев весьма значительна. Первый корабль обошелся почти в $13 миллиардов по данным 2018 года, что сопоставимо с оборонными бюджетами крупных государств. Это подчеркивает как их значимость, так и масштаб инвестиций, необходимых для поддержания морской гегемонии Соединенных Штатов Америки.
А помните, обещал показать самый секретный и невероятный проект Соединенных Штатов Америки? HAARP, или высокочастотная активная ауроральная исследовательская программа, долгое время оставалась объектом споров и теорий заговора. Что это? Таинственная климатическая установка, функционирование которой строго засекречено. Бывший президент Венесуэлы Уго Чавес обвинил ВВС Соединенных Штатов Америки в использовании этой станции в Аляске для вызова землетрясения на Гаити в 2010 году. До этого момента подобные заявления, как правило, исходили только от представителей фриковых теорий заговора. Когда в 2014 году ВВС Соединенных Штатов Америки объявили о закрытии HAARP, казалось, что спекуляции поутихнут. Однако перезапуск объекта в 2017 году Университетом Аляски в Фэрбенксе вновь вызвал волну слухов. Не самым удачным ходом стало объявление о планах по созданию искусственного полярного сияния, что многие расценили как подтверждение возможностей HAARP влиять на погодные условия. Следует отметить, что несмотря на множество обвинений в манипулировании погодой и воздействии на человеческое сознание при помощи радиоволн, никаких подтвержденных доказательств этих заявлений не существует. HAARP, как и раньше, остается объектом, окруженным мифами и домыслами, а его деятельность продолжает вызывать оживленные дискуссии среди научного сообщества и общественности. Но, на мой взгляд, дыма без огня не бывает. А что вы думаете? Пишите свое мнение в комментариях, я с удовольствием почитаю. И да, обязательно подписывайтесь на канал, ставьте лайк, впереди еще много интересных и необычных тем. Спасибо за просмотр.